Какие перемены ждут тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, мои хорошие, вот почему-то мне хочется сказать, что вот вы получаете всю жизнь как будто вот удары за свою доброту. Вот мне именно чисто по-человечески жалко, вот, потому что вы не заслуживаете такое отношение, которое постигало вас в жизни. Здесь и от женщин. У кого-то это по работе могли быть какие-то унижения, оскорбления, несправедливое отношение. То есть люди, как правило, видя вашу доброту, они видели, что вы где-то смолчите, где-то вам неудобно возмущаться, да, женщины вообще борзели. Вот как-то такие вам борзометры попадались, ну, честное слово, простите за мой французский, ну, у меня просто внутри, ну, прям колокочет все, когда я вижу вот такую информацию, и женщины, ну, они, ну, я не знаю, я пытаюсь вот как-то подобрать слова, чтобы как-то деликатно выразиться, но они не стоят даже вашего мизинца. Вот говорю так, как есть, ребят. За вашу доброту вы получали в жизни много вранья, много обид. Мы не будем полоскать это грязное белье. Я понимаю, что это не очень приятно слышать, но тем не менее я не могу умолчать об этом. И хочется сказать, вот, ребят, маленький такой совет – учитесь говорить слово «нет», учитесь деликатно отказывать и сбрасывать вот этих всех борзых людей, которые пытаются пользоваться вашей добротой, сбрасывайте их тем или иным образом со своей шеи. Потому что я вижу здесь и в семье, да, вот сейчас даже, если даже возьмем хорошо, вы в разводе, я вижу, что многие из вас сейчас одиноки, да, и все из-за денег, все из-за походов налево. Ну, не хочу я об этом рассказывать и бередить вашу душу. Но даже вот если у вас женщины любимой, да, вот семьи как таковой нет рядом, то даже вот ваши другие родственники, у кого-то это дети, у кого-то это братья, сестры, там, я не знаю, кузины, кузены, всех кто угодно, все равно пользуются. Вот пользуются либо вашей помощью, вашими деньгами, вот как-то постоянно с вас все тянут. Вот покой вам только снится, это однозначно. Вы человек, который очень ценит искренность, особенно искренность в отношениях, в любви. Вы человек, который готов, ну, последнее отдать ради настоящих чувств. Но вы должны это чувствовать именно, да, не на словах это видеть, а именно чувствовать от женщины. И поскольку вот у вас были у многих ситуации, когда вы ошибались, вы обжигались, вы думали, что женщина действительно вас любит, но у многих ребят проигрывается, что все-таки здесь была доля притворства. Да, испытывались какие-то чувства, вы это и сами потом уже поняли. Давайте как раз сделаем маленький такой опрос. Напишите, вот вы поняли все-таки, что многие люди по жизни пользуются вашей добротой, или же вы до сих пор этого так и не понимаете. Пишите все, ребят, вы знаете, что это полезно и для канала. Чем больше ваших комментариев, лайков, чем больше активности, тем лучше продвигаются видео. И, конечно же, я всегда все ваши видео читаю, всегда реагирую, хотя бы смайликом реагирую, потому что очень много комментариев, я физически просто не успеваю всем отвечать. Вы человек, который... Вот почему-то мне сегодня, я не знаю, вот какая-то такая интересная сигнификация идет больше в личную жизнь, вот как уходит, да, вот в личную жизнь сигнификация. Вот вы готовы, ну, в общем я говорю, да, какой вы? Вы готовы осыпать просто, ну, по своей возможности людей, которые к вам относятся позитивно и с душой. Вот вы готовы осыпать чем угодно. Подарками, деньгами, своими возможностями, своим присутствием. Вы не жалеете времени, вообще ни на грамм не жалеете.
Вот именно для таких людей, которые дают вам хоть какую-то взаимность. И это не только в отношениях, это касается вообще любых социальных каких-то вот коммуникаций, хоть друзья, хоть на работе, где угодно. Если только вы видите, что человек с вами по-хорошему, с душой, вы готовы, ну реально, снять последнюю рубашку, поделиться всем, чем только есть. И не обязательно это материально. Материальное это само собой. Вы из тех людей, которые могут даже среди ночи умчаться, просто чтобы помочь кому-то из близких. Даже есть среди вас те, которые помогают, может быть, но это могут быть либо донаты какие-то, это могут быть какая-то помощь, может быть, и там бедным людям, знаете, как вот бывает, либо же переселенцам там, либо же на улице кто подаяние просит. Ну, то есть у всех это разные истории, но вы стараетесь делиться. Напишите, ребят, кто вот реально вы помогаете, и если не секрет, то пишите, кому вы помогаете. Хотя вот, знаете, у вас у самого были такие периоды, что помощь нужна была вам. И помощь не сколько даже финансовая, хотя были и среди вас такие, да, вот, которыми финансовая помощь нужна была, но вы-то выкарабкались. Но скорее это эмоциональная, это психологическая помощь нужна была. Потому что были такие очень темные времена в вашей жизни. У кого-то сейчас они могут проиграться, поскольку это общий расклад. То, что вы семейные люди у меня, но я даже уже не буду упоминать, в принципе, это все видно у нас везде. Любовь, семья, достаток. То есть вы будете землю рыть ради любимого человечка. Просто, к сожалению, на сегодняшний момент далеко не у всех у вас есть любимый человек, и тем более не у всех есть семья. Итак, мои хорошие, давайте-ка смотреть, какие же перемены вас ждут. Смотрите, у кого, я опять же, да, если кто не знает, может быть, кто-то смотрит меня первый раз, я буду называть разные ситуации, а вы переворачиваете под себя, поскольку это общий расклад, кому-то что-то будет подходить, что-то не будет. То есть какие-то важные моменты вы берите для себя на заметочку, возможно, вам это поможет в будущем. Смотрите, вас ждет какой-то важный разговор. Возможно, вы уже в ожидании важного разговора. У каждого, понятно, это будет свой. У кого-то по работе, у кого-то, может быть, какие-то юридические дела, у кого-то это личная жизнь. То есть, знайте, вот тот серьезный разговор, который у вас намечается, он будет в вашу пользу. Он будет, знаете, вот как-то проходить так, как вы хотите, так, как вы планируете, и вы будете в позитиве, вы будете в плюсе. Вы во время этого разговора возьмете для себя какую-то важную информацию, которая потом вам пригодится. Причем даже те, кто, допустим, сейчас ну, участвует в каких-то судебных, может быть, заседаниях, какие-то юридические заботы, проблемы, вы будете в выигрыше. Вот если вы судитесь с кем-то, то вы будете однозначно в выигрыше. И если у кого-то алиментные дела вот сейчас вот проходят, либо же намечаются, вот, может быть, скоро вам предъявят, да, иск по поводу алиментов, то знайте, что правда будет на вашей стороне, и ваша распрекрасная мадемуазель, бывшая, она не добьется то, чего хотела, она не заберет у вас больше, чем требуется, а хочет она очень много забрать, поэтому все будет по справедливости. Кто-то из вас получит неожиданное какое-то денежное вознаграждение. Причем это может быть, ну, реально неожиданный такой сюрприз. У кого-то это неожиданная премия, может быть, допустим, да, вот если вы ну, не ожидали этого. Может быть, вам наоборот говорили, что да нет, да никакой премии, ничего. Может быть премия. У кого-то, кстати, вот сюда можно отнести даже такую, ну, слегка смешную ситуацию. Знаете, бывают такие случаи, даже вот у меня, вот у моих знакомых были такие случаи, когда ты полез, допустим, в свою там курточку какую-то, либо же в пиджак, в брюки, куда угодно, да, засовываешь руку в карман, а там денежка лежит. И причем денежка, ну, это не 3 копейки. Поэтому тоже может проиграться, мелочь, а приятно, как говорится. У кого-то могут быть
денежные вознаграждения, вот именно, знаете, за то, что, может быть, вы работали сверх нормы. То есть это даже не, не то чтобы премия, это скорее может быть ваш начальник, там, работодатель. Может просто, ну я не скажу, что прям из своего кармана, ну то есть может так втихаря где-то там какую-то денежку дать, в конверте, как говорят, да, вот иногда это происходит. Поэтому, ну, тоже такая вот мелочь, а приятно. Кто-то из вас, ну, очень сильно задумается о том, чтобы начать изучать вот какое-то такое направление, но это обычно бывают очень такие серьезные науки. То есть это будет ваш интерес, это интерес вот именно. Он появится неожиданно, возможно, будет связан с какой-то вашей такой внутренней перезагрузкой, возможно, со стрессовой какой-то ситуацией. Кто-то начнет религией увлекаться больше, чем когда-либо. Кто-то, может быть, начнет философские какие-то науки изучать. Ну, то есть в таком вот направлении. Может быть, кто-то психологией очень сильно увлечется, либо вы уже начинаете увлекаться. Ну, то есть вас эти науки затянут очень сильно. Причем вы будете, ну так, довольно серьезно этим заниматься, изучать. Может быть, даже литературу какую-то покупать, читать, там, видео смотреть. Ну, то есть это не одноразовая какая-то там акция, как говорят, да? Те из вас, кто сейчас находится в отношениях, поскольку это общий расклад, да, меня смотрят и холостяки, и в отношениях, и женатые. Поэтому смотрите, те, у кого это новые отношения, ну, вы, допустим, простречались какой-то период, то есть это не 2 дня вы знакомы, вы для себя уже понимаете, что эта женщина вам нужна, эта женщина вам важна. И вы все чаще начнете задумываться, что пора бы как-то то ли съезжаться вместе жить, то ли узаконить даже отношения. Но здесь вы уже каждый будете по отдельности решать, кому что импонирует. И причем для вас, знаете, для вас штамп в паспорте, в общем-то, особо роли не играет. Для вас скорее важен сам человек, сама женщина. А поскольку вы уже за то время, когда вы вот с ней общались, да, встречались, вы уже, ну, изучили, протестировали ее вдоль и поперек, поэтому, ну, вы все больше начнете задумываться, что нужно сделать такой приятный сюрприз в виде предложения. Давайте посмотрим еще, что вас ожидает. Ну, те из вас, которые все-таки не готовы жениться, не готовы к каким-то серьезным отношениям, поскольку, как я уже сказала, разный контингент меня смотрит. Ну, таких немного, совершенно немного, то, что я вижу. Ну, вас все-таки я тоже порадую. Вы будете в романах, вы будете крутить романы, это будут какие-то короткие отношения, это будут такие, знаете, женщины-искусительницы. Вот вам будут как-то попадаться постоянно женщины, которые, ну, вроде бы и хорошенькие, страстные, сексуальные. Поэтому, ну, как в анекдоте про обезьянку, да, я когда-то рассказывала. Красивые направо, умные налево, а мне хоть разорвись, да? Поэтому и вы будете между вот этими хорошенькими женщинами, ну, мужчины-ловеласы, это я к вам обращаюсь, это я так по-доброму вас любя называю, потому что, опять же, я никого не осуждаю, каждый выбирает свою жизнь, кто-то выбирает семью, кто-то меняет женщин как перчатки, и, ну, это как бы решение каждого. Это каждый из вас выбирает свою судьбу. Поэтому будут у вас красотки, будете между ними рваться, метаться, разбегаться. Но, тем не менее, для вас это будет свой такой какой-то кайф. У кого-то из вас идет повышение, возможно, даже по карьерной лестнице. Это будет довольно заманчивое предложение, но просто немножко вы будете в раздумьях, когда вам это предложат, потому что
Здесь может быть другой немножко график, да, здесь будет побольше зарплата, но как-то вот то ли функции будут, ну, посерьезнее, их будет побольше, работы будет побольше, поэтому будет такое, знаете, вот соблазнительное вроде бы предложение, но как-то вы будете брать время на размышление, соглашаться или нет, но я думаю, все-таки многие из вас согласятся. У кого-то из вас будет ситуация, когда вы, возможно, даже познакомитесь с женщиной, которая, ну, тронет ваше сердечко чуть ли не с первого взгляда. Это женщина моложе вас, это женщина скорее такая шатенка, темноволосая, не со стрижкой, волосы средние, либо же ниже среднего, светлоглазая, стройного телосложения. Это будет очень такое спонтанное знакомство. Причем вот, ну, это как вот в кино, да, порой бывают такие ситуации, что стрела Амура пробивает, ну, чуть ли не с первого взгляда. Уж слишком она хорошенькая будет, и вы даже вот как-то не задумываетесь, возьмете быка за рога и начнете инициировать это знакомство, там, брать телефончики, назначать свидания и так далее. Уж слишком сильно влюбитесь. У кого-то из вас станет вопрос, возможно, переезда. Те из вас, кто, может быть, планирует, да, куда-то поехать, переехать, причем на постоянное место жительства. Потому что я вижу, что кому-то из вас будут предлагать еще, может быть, поработать, либо же это другой город, может быть, это филиал какой-то вашей работы. Ну, то есть он находится в другом населенном пункте, либо же даже в другой стране. Поэтому здесь может проиграться, что вы даже по работе поедете, ну, как бы и жить, и работать. А кто-то из вас носит сейчас такие мысли в голове, что может реально нужно сменить страну, потому что есть среди вас те, у кого сейчас все-таки не очень хорошее финансовое положение. Вот именно о вас я сейчас говорю, да, поскольку это общий расклад, не забываем. Вот именно вы задумываетесь, может быть, кардинально поменять жизнь, может быть, уехать. Причем вы будете как-то вот то ли мониторить, может быть, как-то то ли ну, по знакомым, друзьям, там, по интернету. В первую очередь вы, конечно, будете искать людей, которые есть в той стране, там, ну, за границей, допустим, там, где вы хотите осесть, так сказать. Будете искать вакансии в том городе, и я вам скажу, что если вы действительно будете землю рыть, если вы будете очень плотно тогда вот искать то, что вы хотите, то вы найдете довольно неплохую и прибыльную работу именно за границей, и все у вас получится. Узнаете также, ребят, ну такая это будет не очень приятная весть, возможно, даже о бывшей. Это касается каких-то ее проблем. То есть вы, ну, возможно, общие знакомые, там какие-то приятели. Ну, то есть у каждого это своя ниточка. Может быть, кто-то просто к ней на страничку зайдет в соцсетях и какую-то информацию, может быть, тоже почерпнет. То есть вы узнаете, что у нее какие-то проблемы, какие-то неприятности, да. Кто-то с сожалением это будет слушать. Кто-то из вас порадуется. Опять же, это зависит от вашего отношения к бывшей. Ну и, в общем-то, знаете, я вам скажу, что если так брать в общем, то довольно неплохой период у вас впереди. У каждого это свое. Ну и еще, вот чуть не забыла сказать, вы знаете, что те люди, которые когда-то каким-то образом вас обижали, либо же, ну, как-то плохо к вам относились, они впоследствии были наказаны. Опять-таки, вы это узнаете каждый по-своему, кому-то скажут, расскажут, как-то где-то вы услышите. Ну, то есть у каждого это будет своя ситуация.
Но вы поймете, что это бумеранг. Возможно, даже про бывшую как раз это тоже будет бумеранг, это то, что она заслужила. И даже у кого-то внутри может, ну, такое немножко как злорадство быть, что вот надо было не нарываться. Особенно так могут подумать те из вас, кто знает, что вы обладаете, ну, магическими способностями, о чем я уже неоднократно вам говорила в раскладах. Вы знаете, вот кто меня регулярно смотрит, в сигнификации очень часто выпадает, что у вас есть способности магического характера. Поэтому, мои хорошие, довольно неплохой период вас ждет. У каждого это свой позитивчик. Я надеюсь, вам чем-то поможет эта информация. А кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!